Добрый день, друзья! Всегда очень много вопросов о поливе растений, о том, использую ли я полив мокрые пяточки. Я часто об этом рассказываю, но все-таки, наверное, надо сделать какой-то акцент на этот полив. Почему же я не пользуюсь на постоянной основе этим поливом? У меня почти все цветы в двойных горшках. И применять мокрые пяточки в двойных горшках очень просто. Налил водички, и пусть она стоит. Причем налил так, чтобы в горшке корни были на сантиметр в этой воде. Но я таким поливом пользуюсь только в каких-то особых случаях, например, когда меня не бывает дома длительное количество времени. Это может быть 15-20 дней, бывает отпуск, бывает куда-то уезжаю. Когда уезжаю на неделю, никаких мокрых пяточек я для своих орхидей не применяю. Почему же я не пользуюсь на постоянной основе этим? Ведь у нас очень жарко. Во-первых, мне не нравится, что происходит в горшках, когда орхидеи стоят в небольшом количестве воды. Специально долго не показывала для того, чтобы налить в этот горшок водички, сделала такие мокрые пяточки, и прошло 2 недели. Видите, вода в горшке еще есть. И под каким бы светом ни стояло это растение, эта орхидея, растут корни в горшке. Все как бы неплохо, но посмотрите, что образуется в горшке. Вот такой зеленый, а внизу даже какой-то серо-темный налет в горшке. Это водоросли. Даже если вы просто поставите стакан с водой и забудете о нем на 2-3 недели, вот такая зелень в этом стакане тоже будет. Приходится все время промывать горшки. Все время. Это очень большой труд, когда нужно промыть 200 горшков. Уехала на 3 недели, тогда я действительно перемываю потом все горшки. Когда нет в горшке этой воды, здесь зелень тоже не образуется внутри горшка. А если не промыть этот горшок и опять налить мокрые пятки, то весь горшок зарастет зелеными водорослями. Растению, может быть, и не вредит, но с эстетической точки зрения это не очень красиво. Поэтому такие горшки я обязательно промываю. И если меня действительно долгое время нет дома, я применяю мокрые пяточки. А в обычной жизни, когда я нахожусь рядом со своими растениями, я стараюсь не наливать в них воды, большое это количество, для того, чтобы она там стояла. И как бы это был такой ленивый полив. Мокрые пяточки – это действительно ленивый полив. Если вы заняты на работе, и вам действительно некогда каждую неделю или каждые 10 дней поливать, промывать горшки, вы можете использовать мокрые пяточки, и некоторые с успехом это применяют. Но почему нет? Но тогда полив получается раз в 3 недели, а то и в месяц. Загнивают или нет корни при таком поливе? Не загнивают корни только в том случае, если вы после такого полива полностью просушиваете горшок. А как раз просушка горшка получается 3 недели, а то и 4. Но мне это неудобно, потому что я поливаю орхидеи с удобрениями, поэтому я это делаю немного чаще. То есть раз в месяц для меня полив это маловато. Но у меня есть орхидея, последняя орхидея в такой полузакрытой системе. И могу сказать, что ей что-то не нравится в этой полузакрытой системе. В этом горшке есть 2 дырочки. Отсюда хотя бы можно слить воду, если полностью замочить горшок. Да, прекрасные растущие корни со всех сторон.
неудобно за ней ухаживать. Вот просто неудобно. Так я налила в горшок воды. Постояли они у меня там 20, 30, 40 минут. Напитались все корни водой. Я воду слила и все, до следующего полива. А вот в такой системе, даже в небольшом вазоне, вот здесь мне приходится корни просушивать целый месяц. И поливать с удобрениями у меня получается всего раз в 2 месяца. Ну, хорошо, что это мультифлора такая, и она очень любит дораспустить и дорастить цветы и очень долго цветет. Но все равно качество листьев мне не нравится. Поэтому это последний такой горшок. Я буду ее пересаживать в обыкновенный двойной горшок. Вы мне скажете, а как же закрытая система? Ведь там невозможно налить, слить, убрать эту воду. Вот поэтому я ушла и от закрытой системы. Там нужно тоже налить водичку, она вся спускается, вода вниз, нижние корни влажные, мокрые, и пока все корни не просохнут, доливать следующую воду тоже нельзя. Вот поэтому я и не использую точно так же, как и мокрые пяточки, закрытую систему. Уж очень это все долго. А я пользуюсь обыкновенными двойными горшками. Можно и не в двойных горшках точно так же поливать, как делаю я. Замочили горшок, поставили в какую-то емкость, замочили, вытащили, слили и оставили опять его на поддончике. И пусть он просыхает. И еще самое главное, что мокрые пяточки, лучше всего использовать для неорганического грунта. Неорганический грунт быстрее просыхает. А в коре это все происходит, вся просушка происходит очень-очень долго. Поэтому у многих получаются вот эти загнивания. Кора сохнет, особенно не с внешней стороны, а особенно внутри горшка. Вот мы все время говорим о торфяном стакане, который сохнет очень долго. Вот представьте себе, что кора внутри горшка, там, где находился торфяной стакан, сохнет точно так же долго, как и торфяной стакан. Поэтому я всегда говорю, торфяной стакан не мешает жизни орхидей. Но если вы содержите орхидеи в коре, а у вас в квартире прохладно, особенно это зимой, то какие могут быть мокрые пяточки? Ни в коем случае. Зимой при температуре, очень часто пишете зимой, что температура в квартире от 19 до 22 градусов. Так вот тогда надо орхидеи поливать в коре по краю горшка, так как мы это делаем с покупными орхидеями, чтобы кора внутри сильно не намокала. Тогда не будут загнивать внутренние корни, а по внешним вы определите, когда вам нужно поливать орхидею. Для орхидеи важнее просушка, чем полив. Она лучше переносит длительную просушку, чем длительные, мокрые, залитые корни. Вот эти залитые корни начинают гнить. А с просушкой все проще. Даже если она перестояла неделю в сухом грунте, с сухими корнями, вы ее потом полили, и орхидея ожила. А вот если корни сгнили, тогда все очень плохо. Тогда начинаются всякие реанимации и наращивание корней. Поэтому и мокрые пяточки я не использую даже при том, что у меня грунт неорганический. А как я поливаю свои орхидеи, я уже много раз показывала, как я это делаю. Вот это недавно пересаженная орхидея Лимпопо. Вот такие у нее сейчас на данный момент корни. В двойном горшке я это делаю очень просто. Я заливаю воду. Вода у меня всегда 28-32 градуса, зимой и летом, абсолютно одинаково. Температура воды. Вот так заливаю в горшок. Можно чуть больше, вот литр, наверное, поместится сюда.
Вот так. Не доливаю до верха, примерно 2 моих пальца. Чтобы основание орхидеи не было в воде. Основание мы все равно оставляем сухое в любом случае, даже если это не органический грунт. И вот так даю постоять. Даже при том, что простояла орхидея в воде полчаса, вот эти корни у нее остались светлые. Давайте с вами запомним одно единственное правило. Орхидея должна простоять в воде столько, чтобы корни стали светло-зелеными. Вот когда они стали светло-зелеными, значит через виламен, а виламен это внешняя вот эта серебристая оболочка, в паренхиму набралась вода. После этого вот некоторые корни очень быстро напитываются водой, а некоторые медленно. Бывает такое, что я не поливала орхидеи 2 недели, и корни высохли хорошо. Вот тогда у меня получается, что я держу в воде их почти час. Но так как у меня до основания вода не доходит, орхидеи не загнивают. Обязательно оставляйте вот это пространство. После того, как все корни, даже здесь видно, одни корни сразу становятся зелеными, а вторые еще нет. Вот я дождусь, пока все корни станут светло-зелеными, тогда солью всю воду и оставлю орхидею на просушку. И вот эта просушка у меня сейчас где-то 10 дней. Всегда вот из того, что вам рассказывает любой блогер, делайте свои выводы, опираясь на то, в каком регионе вы живете, какая у вас температура в квартире, какое сейчас время года. Потому что даже в разное время года может быть разная просушка у корней. Летом, когда очень жарко, они буквально через 2-3 дня становятся светлые. Они очень быстро выпивают эту воду, ну как листики испаряют влагу при хорошем освещении, и еще и длительный световой день, особенно у тех, у кого стоят на подоконниках орхидеи и нет дополнительной подсветки. У меня все орхидеи стоят на дополнительной подсветке, и практически там один подоконник, где орхидеи действительно получают и солнечный свет, но там тоже есть дополнительная подсветка. Поэтому у меня всегда освещение одинаковое. А когда у вас зимой более короткий день, летом более длинный день световой, они по-разному испаряют листиками, поглощают из этих корней цистерн своими насосами-листиками, испаряют эту влагу. Кстати, у меня есть видео, в котором я рассказываю, как листья взаимодействуют с корнями. Обязательно оставлю в правом верхнем углу ссылочку. В любое там, время года, в зависимости от температуры, делайте вот эти поправочки. Именно для своих регионов, квартир и условий, самое главное. Никогда не нужно 100% повторять все, что я говорю, другой человек говорит. Обязательно наблюдайте за своими орхидеями и делайте выводы относительно своих условий. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте. До новых встреч! Увидимся на канале.